Всем привет! Вы находитесь на канале Skywalker Studio. Меня зовут Нуржан. И в этом видео поговорим о создании дерева и травы с помощью PaintFX. Видео немного ускорено, так как запись ведется позже немного. Так что постараемся поспевать за самим собой. Так, изначально мы создали plane, небольшую плоскость, во вкладке Modeling. И будем увеличивать количество subdivision weights and height с 10 до 100. Далее мы переходим во вкладку Sculpting, выбираем Foamy Tool и будем немного выдавливать нашу поверхность, создавать небольшие холмы, нашу неровность. Вам не обязательно создавать такие же холмы, это я делаю для своего нынешнего проекта, который вы можете увидеть в следующих видео. Поэтому вы можете создавать траву на простой плоскости. Продолжаем делать небольшие неровности. Вот. Изменять размер вы можете с помощью зажимания колесика мышки. Изменять размер, задавать размер. Так. Также не обращайте на середину моей плоскости, где красным высвечены параметры света. Я их почему-то не захайдил, не скрыл, так что на них внимание обращать не нужно. Так, с плоскостью мы определились, это будут наши холмы. Так, мы ее скрываем и далее переходим в вкладку Generate в параметре Modeling. И здесь, да, окно немного сползло, такое бывает. И в вкладке Generate мы выбираем Grasses. То есть заходим в Get Brush, выбираем Grasses, выбираем нашу траву и создаем небольшой клочок травы по центру. То есть мы эту траву будем далее умножать через Mesh. Будем увеличивать ее. Так, смотрим на нашу траву. Ну, здесь она немного получилась кривоватой, поэтому я ее удалил и зашел обратно в Generate, Get Brush. Выбираем нашу траву, Grasses. Ну, в принципе, можете выбрать любую, которая вам нравится. И создаем более такую объемную, красивую. Далее во вкладке Modify мы выбираем параметр Convert и PaintFX to Polygons. Так как Arnold не будет показывать ее текстуры, да, удаляем историю. В Arnold текстуры будут показываться не совсем так, как нужно, вот как вы сейчас это видите. Да, нету света, во-первых. Нужно будет зайти, выбрать нашу траву, зайти в Hypershade, выбрать ее текстуру и рядом приписать, добавить AI Standard Surface. С ее изначальной текстуры Ramp мы берем Out of Color и добавляем в Base Color, основной цвет. Выбираем нашу траву, нажимаем на нее и присваиваем это значение на нашу новую поверхность. Да, здесь я немного это забыл. Во вкладке Specular надо будет изменить weight до значения 0. Но это мы сделаем позже. Так, вот наша трава стала немного лучше. Выбираем Grass, групп, ну, сам параметр Grass. И немного меняем, задаем цвет немного поярче, понасыщеннее. Но это зависит от ваших желаний, конечно. Можно оставить все как есть. Так, получили более-менее хорошую текстуру, цвет.
Так, мы заходим в групп и скрываем нашу группу, траву, если я не ошибаюсь. Да, вот мы переводим weight на 0. Не здесь, а не в base, а в specular. Weight до 0, чтобы не было отражения, не отсвечивал, так сказать. Далее мы переходим в групп и скрываем эту группу. Делаем hide. Удаляем историю, делаем hide. Далее мы возвращаемся к нашей плоскости, к нашей земле. Да, переименовываем ее в ground по вашему желанию. Заходим в Arnold. Здесь я забыл, что нужно было сначала заходить обратно ground. Берем вкладку Groups по траве, Unhide. Заходим в Arnold, Skin Export и Export Selection to ASS. Вбиваем любое название. В моем случае это Grass Katana 1. То есть добавляем ее, экспортируем. Заходим в Ground, Arnold, Stand In. И выбираем вкладки наш созданный файл. Нажимаем на Stand In на аутлайнере. Заходим, меняем из моделинга, переходим в FX. Заходим в вкладку Mesh, Create Mesh. Нажимаем на Mesh, Mesh Distribute. Здесь меняем от линейного на Mesh. И в Input Mesh мы вставляем параметр нашей земли. Итак, появляется наша трава, раскиданная по нашей плоскости, и увеличим ее параметр до 10 тысяч. Ну, в моем случае мы увеличим это до 800 тысяч в итоговом, если не ошибаюсь. Итак, создаем нашу траву. Да, здесь ее немного больше. Вам, скорее всего, нужно будет чуть сделать меньше. Просто для моей сцены нужно немного побольше земли. Заходим в вкладку Lights. В Arnold создаем Sky Dome Light. Так. Здесь мы пытаемся загрузить наш Arnold. И вот наша трава, разбросанная по всему холму. Да, немного долго прогружается, потому что ее слишком много. Поэтому мы немного увеличиваем. Для понимания, для полного покрытия нашей земли. Ну, здесь я беру небольшое окошко для быстрой загрузки. Выделяю нужный отрезок в рамку. Ну, играюсь с параметрами. Пытаюсь понять, как много мне нужно. Все это, конечно, сильно тормозит всю Майю. Она не раз у меня вылетала, пока я пытался достичь нужного параметра по количеству травы. Вот, поэтому, если нужно делать какие-то другие вещи, ее приходится number of points уменьшать чуть ли не до единицы. Далее мы заходим в вкладку Mesh, мы выбираем Random, параметр Random. Будем менять направление травы, ее высоту по оси X, Y, Z и также Rotation. Вкладка Scale Y, X, Z. Но это все, конечно, лучше делать при меньшем количестве травы, иначе будет сильно тормозить. Что и происходит на моем компьютере.
Да, я, кстати, работаю в новой версии Maya 2023. Предыдущая была 2018. Так, здесь мы пытаемся прогрузить и понять. На самом деле, в конце видео я увеличу достаточно так параметры scale, по ее размерам, по оси Y в основном, потому что тот рендер, который прогружается сейчас у вас на экране, он достаточно такая трава маленькая получилась. Но итоговую я сделал чуть повыше, побольше. Да, это я ее увеличиваю. Ту-ту-ту. Так, далее мы заходим в вкладку Mesh. Да, здесь мы сохраняемся, чтобы все это не слетело, не создавать заново. Окей, с травой я, в принципе, доволен. Закрываем Hypershade. Да, здесь нам нужно будет перевести количество травы до тех значений, чтобы не тормозил компьютер. Кажется, я сейчас и пытаюсь это сделать, да. Окей, 100. Дальше будем работать окей. Обратно переходим в вкладку моделинг. Сейчас мы будем создавать дерево. Переходим также в Get Brush. Выбираем деревья. Я выбрал дерево сакуру. Выбираем и, да, захайдим ground, чтобы лучше было видно основание. И вытягиваем дерево левой кнопкой мыши. Это дерево также не будет прорисовываться. Ее нужно будет в Modify конвертировать Paint Effects to Polygons. Так же, как и траву. Ну и, в принципе, все, что есть в Paint эффекте. У нас есть ствол, у нас есть отдельное листья. И здесь я показываю... Так, нет, я здесь не показываю. Переходим сразу в Hypershade. Выбираем сначала ствол, Tree Shader, Cherry Tree Shader. Добавляем Standard Surface. И также будем добавлять с параметра Ramp из Out of Color мы будем протягивать нод до Base Color. Да, присваиваем свое название, чтобы не потеряться для поверхности. Out of Color to Base Color. Выбираем наш ствол дерева, нажимаем на него и присваиваем нашу новую поверхность. Так, закрываем ненужное окошко и смотрим, как это выглядит в Arnold. Да, здесь не хватает света, поэтому оно у нас черно-белое. Так, обратно анхайдим наш ground, поднимаем наше дерево на поверхность, немного ее увеличим.
Это можно сделать в самом параметре, в параметре дерева, либо же вручную через кнопку R. Извиняюсь, через кнопку S, Scale. Так, вытягиваем, ставим примерно куда нам нужно. Ну, итоговый рендер я его, конечно, обратно передвину, немного поменяю. Но процесс остается таким же. Так, вот примерно так вот оно выглядит в Арнольде. Это без заданного света. Далее также мы то же самое проделываем с листвой. Выбираем ее текстуру, добавляем Standard Surface, меняем название. И здесь помимо Ramp у нас также есть параметры Multiply Divide. Ramp мы также переводим в Base Color, Multiply Divide мы переводим в Specular Color. Sakura Branch само вырезание, то есть в PNG, то, что будет переводиться, мы Out of Alpha, открываем Opacity и на RGB добавляем ноды, выбираем листву нашу на viewport и также присвоим нашу новую поверхность. Вот так появляются наши листья сакуры. Здесь они словно иголки, дерево неправильно повернуто. Оно будет повернуто нормально на итоговом рендере. Здесь я не особо заморачивался. Так что на это внимание не обращайте. Ну и в принципе все на этом. Особо здесь далее менять ничего не нужно. Да, напомню, что в Арнольде при работе с PaintFX тулом придется добавлять AI Standard Surface, присваивать его, иначе он не будет рендериться так, как нужно. Ну и здесь уже постановка кадра. Пытаюсь подобрать правильный ракурс. Да, в итоговом рендере я добавил облака, которые, если нужно будет, я могу показать в следующем видео. И так, я добавил облака, свет, направление света, направление лучей солнца. Ну и немного подшаманил с травой, да, увеличивал scale и rotation. И, в принципе, да, на этом видео все. Итоговый рендер скоро появится на вашем экране. Здесь немного загрузка идет. Моя майя тормозит на этом рендере. Было мини-испытание. Да, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рад, ставьте лайки. И также буду рад вашим комментариям. Пишите, что понравилось, а что нет. Да, на самом деле, как оказалось, запись звука — это очень нелегкое дело. Все, вам всего хорошего. Спасибо. Пока.